Вот представьте, сидите вы, никого не трогаете, например, листаете ленту ВКонтакте, и вдруг видите, что Sports Interactive анонсирует новую часть Football Manager 2023. Ну, казалось бы, что тут такого? Просто обновление составов. Да ни хрена подобного. После этого следует новость о том, что в новой части футбольного симулятора появятся лицензированные Еврокубки. Лига Чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА и Лига Конференций. То есть теперь помимо FIFA, Еврокубки будут и в Football Manager. А Konami где-то в стороне. Как так получилось? Стоит ли ждать каких-нибудь телодвижений от Konami и футбол в частности? В рамках сегодняшнего ролика и разберемся. Я рад вас всех приветствовать на канале Realistic PS. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками и комментариями. И обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а перед тем, как мы приступим к рассуждению, хочу порекомендовать вам YouTube-канал «На грани фола». Канал «На грани фола» посвящен футбольным симуляторам и немножко UFC. Но по большей части на этом канале присутствует контент по PES и FIFA, а в частности по карьеркам. Поэтому, если вам нравится смотреть карьерки, то этот канал крайне рекомендуется. Ссылка в описании. Итак, к неожиданностью для многих игроков в Football Manager 2023 появятся лицензированные Еврокубки. До этого они были так же, как и в PES, в фейковом виде, в то время как лицензия на Еврокубки была у Electronic Arts. И вроде как Electronic Arts продлили это сотрудничество. В пресс-релизе отмечается, что это долгосрочное сотрудничество, то есть речи о том, что Electronic Arts скоро потеряют права, просто не может. И тем не менее, Еврокубки объявлены в Football Manager. Конечно, сами разработчики об этом не сильно распространяются. Официального пресс-релиза на момент создания этого ролика я так и не нашел. Но, тем не менее, графика Лиги Чемпионов, она постоянно фигурирует то на сайте разработчиков, то в трейлере игры, и это, по сути, самое что ни на есть официальное подтверждение. Более того, с этими новостями выступили многие зарубежные источники, то есть СМИ, объявив о том, что Еврокубки будут в Football Manager. К сожалению, комментариев от разработчиков, от Sports Interactive так и не поступило, как они добыли эти лицензии, на каких условиях, есть ли какие-нибудь ограничения, та же ли это самая лицензия, как и у Electronic Arts, или же она какая-то ограниченная, ведь Football Manager отличается от FIFA и eFootball, а поэтому, возможно, и способ лицензирования иной. И в целом, если так присмотреться на Football Manager, то у них достаточно лицензий, которые фигурируют и у Electronic Arts. Например, та же Бундеслига или MLS. И в случае с MLS там самое что ни на есть лицензия на лигу, в то время как у eFootball только договор с ассоциацией игроков MLS. А Electronic Arts, к слову, недавно продлили соглашение с американской лигой, поэтому вопрос стоит ребром, как говорится. И в конечном итоге вопросов несколько. Во-первых, стоит ли ожидать Еврокубки в eFootball и каким образом Sports Interactive добыли эту лицензию для Football Manager? И если на второй вопрос мы еще можем узнать ответ в ближайшее время, то касаемо первого вопроса, тут на самом деле все сложно, поскольку он напрямую зависит от второго вопроса. Ведь если лицензирование для той же Football Manager немножко отличается, тогда подобную лицензию в eFootball мы точно не увидим. Однако, если какие-нибудь Electronic Arts сподобились на, скажем так, чтобы поделиться этой лицензией, то вполне возможно, что когда-нибудь в eFootball тоже будет графика Лиги Чемпионов и Лиги Европы. И у нас будет еще больше карточек, которые будут отсылать нас к Лиге Чемпионов и Лиге Европы, Лига Конференции, Суперкубок УЕФА и так далее. Признаться честно, вчера эта новость меня крайне удивила, а поэтому в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного. Как вы считаете, стоит ли нам ожидать Еврокубки в eFootball в ближайшее время, ну или в недалеком будущем? Или же это все-таки особый вид лицензирования для той же Football Manager? Пишите в комментариях. Помимо комментариев, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании и где все эти самые новости появляются раньше. Ну и если вы здесь впервые, то, конечно, не забудьте про канал, подписывайтесь с колокольчиком. У меня на сегодня все. Всем удачи и до скорых встреч.